Приветствую, друзья! О модели SimGod EA500LM, именно о LM-версии, я упоминал, наверное, уже более чем в десятке различных обзоров. Западные меломаны говорят, что это, пожалуй, лучшая реализация динамического драйвера в своем сегменте. И знаете что? Я с ними полностью согласен. EA500LM – это абсолютный лидер среди наушников до $100. Да что там, уверен, они с легкостью потягаются и со многими решениями до 200 и даже парочкой до $400. То есть это именно тот вариант, когда говорят абсолютный топ за свои деньги. О нем сегодня и поговорим. Поехали! Оформление коробки выполнено в немного эзотерическом таком стиле, но с привычным нам логотипом Hi-Res аудиосертификации, двумя графиками АЧХ по одному на каждый фильтр и перечнем технических характеристик. Откуда мы узнаем, что базируется модель на каком-то хитром 10-мм динамике с двойной внутренней полостью, а также его импеданс равный 21 Ом и чувствительность 123 дБ. В комплекте шла макулатура, плотный черный кейс, запасные колечки на фильтры, набор самых дешевых силиконовых амбушюр, обязательно замените их, скажем, на КБ-07, и 2 сменных фильтра, то есть всего их в комплекте получается 3 штуки. Золотые, с черными кольцами и с красными. Изначально я поставил золотые и сразу же выбил десяточку, лучше, на мой взгляд, и не нужно. Кабель выглядит неплохо, он гибкий, витой, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил равным 0,6 Ома. Пользоваться таким, конечно, вам никто не запретит, но эта модель достойна большего. Я, например, установил на нее модульный Kenera Ace, а комплектный почти сразу убрал назад в коробку. Сами чашечки тут тяжеленькие, полностью из металла, с системой из 2 отверстий, практически зеркальной внешней частью и теми самыми сменными звуководами, которые выполняют роль фильтров. Смотрится это одновременно просто и стильно, сидят они удобно, да и с изоляцией все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,16%, что просто восхитительно. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ можете познакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с комфортным таким заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости с легким подчеркиванием 3 и 5 кГц, ну и заметный такой акцент на 8 кГц для усиления четкости звучания. Далее пиком на 14 кГц нам возвращают звук в воздух и слегка подсвечивают верха. Это что касается золотого фильтра. Красным нам слегка поднимают 3, 5 и 14 кГц, а черным докидывают еще по 2 дБ сверху, попутно захватив 8 кГц, и немного ослабляют 14. Настройка с золотыми фильтрами, как видите, очень похожа на новенький Yanyin Canon 2, то есть без преувеличений самого высокого уровня. Если же вам чуть не хватает акцентов, ставим красные, ну и уйти в разнос можно с черными фильтрами. Звучат же EA500LM эмоционально, выразительно, с очень натуральной скоростью нарастания и затухания сигнала и чуть ли не ювелирной точностью прорисовки текстур. Модель, конечно, не пытается бить какие-то рекорды, да это и не в силах динамического драйвера, но с акустической точки зрения все просто совершенно.
Да, чтобы получить подобного уровня динамику, пришлось чуть-чуть пожертвовать массивностью, но это взаимоисключающие факторы. Тут либо одно, либо другое. Ну и если быть уж совсем дотошным, нам слегка подчеркнули яркость. Естественно, без резкости или какой-то агрессии, но баланс частот на условный миллиметр смещен в верхнюю часть диапазона. В остальном это просто мед для моих ушей. Для своего сегмента EA500LM показывают какой-то совершенно фантастический уровень. Звучание живое, насыщенное, с явно выраженной мелодикой, глубиной, объемом, вниманием к передаче нюансов и довольно точным позиционированием тембров в пространстве. По стилистике модель на все 100% универсальна. Слушал в них джаз, симфоническую музыку, рок, металл и всякую экспериментальную электронику. Совсем они справились на отлично. На их фоне Teen Hi-Fi T5S, как и Fine Delsi, кажутся какими-то пустыми и пресными. А последние еще и ярчат так, что мне хотелось бросить наушники на пол и просто растоптать. При этом настройка у них, обратите внимание, очень схожа. Я приложу график. Сравнивал их еще с планарной новинкой Shure P20, которая, на мой вкус, столь же сочная и эффектная, но, очевидно, плоская, словно это не сам звук, а его проекция. То есть, среди одноклассников они однозначный топ. Я затрудняюсь назвать еще хотя бы парочку такого же уровня моделей в сегменте до $100. Конечно, существует, например, Dunu Falcon Ultra, который еще на 2 головы лучше, если уж совсем откровенно, немного агрессивнее. Но даже они не исключают существование EA500LM, который для них словно лайт-версия. То есть столь же круто и потрясающе масштабно, но в плане объема и сочности, так сказать, уступают. Басы здесь глубокие, текстурные и идеально гармонирующие со всем остальным диапазоном. Серединка не задвинута. Может, конечно, ей слегка и недостает акустической массы, но зато она предельно четкая, подробная и при этом фантастически музыкальная, с масштабными такими объемными образами и чуть ли не магнетичной вовлеченностью. Я залипал в них практически на каждый инструмент, прямо проваливаясь в его текстуры и растворяясь в мелодике. Верхняя же часть довольно реалистично рисует перкуссионную составляющую, при этом не ярчит, не свистит и не сыпет, поэтому и вопросов к ней нет. Еще раз повторюсь, в моем личном хит-параде шикарного звука за недорого наушники Simgod EA500LM занимают, если не первое, то одно из первых мест. Очень круто. Их наделили чуть ли не родниковой прозрачностью, при этом не забыв о эмоциональной составляющей и насыщенности, а также совершенно не переборщили с яркостью. Слушаются герои обзора просто сверхкомфортно, да и звучат предельно натурально. Только обязательно замените им насадки и желательно кабель. Производитель стремился тут максимально снизить ценник, оттого комплект, так сказать, на сдачу. Наушники же получились абсолютно универсальные, довольно чувствительные и очень музыкальные. То есть именно то, что нужно подавляющему числу меломанов. Я одобряю. Фильтры, как я уже сказал, подбирайте на свой собственный вкус. По мне так, кроме золотых, здесь больше ничего и не нужно. Но в целях эксперимента, конечно, стоит попробовать все 3 варианта. Красные, на мой слух, делают звук чуть музыкальнее и теплее, а черные еще и добавляют туда эдакие нотки агрессии. Смотрите сами, как вам больше нравится. Итогом динамические наушники EA500LM от компании Simgod
Получили интересные такие зеркальные фейсплейты, удобную посадку, никудышный комплект, парочку дополнительных сменных фильтров и какое-то совершенно фантастическое, как для своей цены, звучание. Я бы сравнил их с куда более дорогими и уже заслужившими уважения Duno Falcon Ultra. Причем по ряду параметров герои обзора будут даже предпочтительнее. Высокие частоты нам приготовили просто восхитительно. Бас глубокий, телесный и хлесткий, а серединка певучая, насыщенная и прямо-таки прозрачная. То есть у Симгод как-то получилось грамотно совместить чуть ли не дотошную прорисовку всяких мелких нюансов с высокой динамикой, глубиной, тем самым тембральным объемом и просто гениальной выразительностью. Очень эффектная и при этом правильно звучащая модель. Моя, друзья, однозначная рекомендация. А на этом у меня все. Это были наушники Симгод EA500LM. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!